Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, 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 песеры, с вами Морж, ну и финал турнира, который, я уверен, вы долго ждали, я на самом деле тоже его долго ждал, но, в принципе, те, кто подписан на мой телеграм, знают, что у меня навернулся компьютер, пришлось быстро менять детали, тем не менее, получилось, я снова в деле, и финал хочу представить вашему вниманию. Аргентина, Бразилия, у нас вот такой вот финал получается, Игорь Конюхов за Бразилию, Исмаил Албаков, динозаврище, за Аргентину, и когда-то в телеграме своем я проводил опрос, хотели бы вы увидеть такой матч? Я хотел ребят попросить сыграть просто так, а тут они оказываются в финале. Ну что ж, два стиля, два очень классных игрока, и я уверен, матч будет огонь. Само собой, турниры проводятся в лучшем турнирном сообществе в РУ-регионе. Турниры номер 1, ссылка на него тоже в описании в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь на группу ВК, следите за публикациями и участвуйте в турнирах. Тем временем Аргентина у нас в атаке, она же Исмаил. Но Бразилия пока что справляется. Мане на левом фланге отдает на Робертсона. Сразу начинаются забегания. Снова передача на Мане. Но здесь Кимих на пути к мячу становится и перехватывает эту передачу. Арнольд отдает на Лаутара. Лаутара разворачивается, находит Мане на левом фланге уже аргентинского. Лаутара красивенько разворачивался, но защитник становится на пути к мячу. Да, ребят, кого ставить в состав, какие схемы использовать? Вот, следите за этими ребятами. Они фигни не посоветуют, а я так себе могу. Мане ошеломительно пробивает в левую штангу. Странно, вот действительно странно, что мяч не влетает, но продолжается атака сборной Бразилии. Здесь уже Бастони мяч выносит. Кстати, Бастони из сборной Италии. Отличная карточка. Еще удар. Посмотрите, как придавил Игорь Исмаила в его штрафной, но мяч в ворота пока что идти не хочет. 10 минут у нас отыграно. Канцело отдает мяч на Иньесту. Я думал, здесь уже будет потеря, но потери пока что нет. Бразилия мяч контролирует. Исмаил пока что отбивается. Но мы знаем, как динозавр умеет из ничего сделать гол. По правому флангу Месси прорывается, идет ошеломительная подача на Криро, не оказывается он первый на мяче. Здесь Кимих, нет, Кимих вроде как исправляется, но мяч остается у сборной Бразилии, хотя перехват. Маунт отдает на Лаутара, по правому флангу вон уже начинает забег Салах, но здесь Робертсон хорошо Салаха прикрыл и становится на пути к мячу. Снова не получается пока что атака у Исмаила, и мы наблюдаем, как Игорь будет развивать свою, собственно, атаку. На левом фланге Робертсон, не получается у него отдать передача, перехват, Салах уже несется по правому флангу, смотрит, где открываются партнеры, Кимих мяч сохранит, нет, пытался он отдать передачу на дальнюю штангу, но передача не прошла, а там, конечно же, в пустые ворота уже бы игрок сборной Аргентины забивал. Де Брюйне подключает Канцело, сразу же идет подключение на правом фланге Месси делает разворот, Канцело мелко очень играет Игорь Криро, и здесь мяч прям в ворота летел, в принципе, но Роналду, судя по всему, был в офсайде, да. Немножечко носочком заступил в офсайд, и, конечно же, судья это фиксирует. Ну что ж, пока что, мне кажется, преимущество у сборной Бразилии, 20 минут у нас отыграно, почти пол первого тайма, очень опасные моменты были у ворот сборной Аргентины, и пока что особо опасных моментов у ворот сборной Бразилии не было. Донарума отдает на Варана. Варан сразу же подключает по правому флангу Александра Арнольда. Мане при передаче делает на Криштиану Роналду, и снова мяч у Доннарумы. Варан куда будет отдавать? Давайте смотреть. Казимира в центре поля. Тут сразу же пытается Игорь, как обычно, играть в свой перехват, но пока мяч идет не в ту сторону. Арнольд ищет партнера по команде, пытался снова отдать на правый фланг на Салаха. Не получается, он тут же исправляет свою ошибку и не дает Мане тоже сделать свою передачу. Вот все-таки перехват у Иньесты получился, и понеслась раскручиваться пружина Бразилии. Посмотрите, сколько игроков в атаке. Де Брюйне, да, здесь можно разыгрывать хорошо, но Кимих в последний момент становится на пути мяча к Де Брюйне, и атака не получается. Мане идет переброс на Салаха, но Казимира снова на месте. Класснейший, Казимира за номинальные контракты. Чую, от сборной Бразилии, ребят, там такая топ-карточка будет, которую надо будет просто ловить всем, кто хочет в этой игре выигрывать. Что ж, опасный штрафной у ворот сборной Аргентины свалил Исмаил. Свалили на Де Брюйне. Тут Варан как-то некрасиво себя повел по отношению к бельгийцу. Что ж,
позиция, чтобы забивать. Вот честно, позиция, чтобы забивать. И здесь надо открывать счет. Я думаю, у ребят с пробитием штрафных проблем нет. Прям в девяточку полетит. Нет, попадает в стенку. Ай, обидно. Обидно, я уверен, Игорю сейчас. Позиция великолепная. Месси был у мяча. Но немножечко не хватило, чтобы перебросить стенку и прям в девяточку мяч запулить. Иньеста подает угловой. Кто будет? Варан выпрыгивает и прям в Доннарумму попадает. Месси попадает в штангу. Да что вы творите? Что вы творите? Бедный Доннарумма. Я бы на его месте сейчас посидел, хотя я и так седой, так что я бы даже не на его месте посидел. Опасно, опасно, сколько моментов у Игоря, и пока что Исмаил выглядит, если честно, потерянным. Вот реально я первый раз вижу, когда на поле он выглядит потерянным, он такое ощущение, что не знает, что делать. 31 минута уже отыграна, треть матча у нас позади, и только везение спасает динозавра от пропущенного мяча. Снова подача от Иньесты, Варан выпрыгивает и забивает все-таки гол, да. Вратарь отбил, но мяч был уже за линией ворот. Вот такие дела у нас происходят. Обидно, обидненько, но тут пахло прям забитым голом, и Исмаилу здесь обижаться не на что. Пока что Игорь смотрится гораздо опаснее и гораздо острее играет, поэтому, мне кажется, гол это закономерно. Мане по левому флангу прорывается, снова в атаке Бразилия. Я не помню, когда вот так вот Исмаил действительно терялся на поле. Но я уверен, прикиньте, сколько у него турниров выигранных за спиной, и я уверен, он после первого тайма, сможет собрать силы, как-то изменить ход игры, и второй мяч пропускает Исма. Вот такие вот дела. Снова угловой, и снова угловой прекрасно разыгран Игорем. 2 мяча. Это серьезно. Это вот на самом деле серьезно. Я сам сейчас просто залипаю в матч. Мне прям интересно, что будет дальше. Само собой, я не смотрю ни счет, ни матчи до того, как их комментирую. Салах прорывается. Здесь киков можно использовать, и Салах его использует. Да, все-таки один мяч Исмаил отыгрывает, причем с кикофа. Тут решил даже не отдавать передачу, просто прорвался за Салаха, пробил в дальний угол, и Доннарумма уже... Бразильский, собственно, мяч, к сожалению, взять не смог. Вот так вот, только что горел 2-0, и уже всего лишь на один мяч остается. Я же говорю, динозавр реально, он из любого момента может сделать опасный момент. Тут за ним нужен глаз да глаз, и против него играть очень сложно. У него слишком много опыта в нашей собаке Мобайл. 38-я минута у нас уже на табло, и, скорее всего, арбитр вряд ли будет что-то добавлять к первому тайму, а ко второму вполне себе возможно. Тем временем атака сборной Бразилии у нас. Иньеста отдает на Мане, Мане ищет партнеров, Казимира подключает, и снова передача в центр, но здесь ошибка. Вроде бы ошибка, нет, мяч сохранила все-таки сборная Аргентины, хотя могли сразу же его и потерять. Лаутаро непонятно куда отдавал, если честно, передача направо на Салаха. И достаточно много места у Салаха и подумать, и подождать, пока партнеры откроются. Наверное, в этом большая проблема. Маунт, ошеломительная передача, но Доннарумма на месте, и мяч забирает до партнера по команде. Он мяч свой доставить не смог. Месси отдает на Криро, и Криро пошел в отрыв, посмотрите, и на дальний открывается. Хорошая, отличная, просто отличная передача, и как же Мане не попадает в правый угол ворот. Великолепно, разыграно, великолепно, ошеломительная подача, класс, вот просто класс. В одно касание, да, жаль, действительно, гол был бы классный, насколько быстро раскручивается пружина атаки сборной Бразилии, но здесь можно просто реально только поаплодировать. Я не зря, комментируя матчи Игоря, хвалил его игру, вот мне нравится, как он играет, он так элегантно играет. Просто вот я прям кайфую смотреть на то, что он делает на поле. Вот я не знаю, мне, наверное, с ним поговорить надо. Может быть, когда-нибудь интервью взять. Ну и по статистике вы сами видите, 8-5 по ударам у Бразилии, 1-1 по ударам у Аргентины. Тем не менее, этот 1-1 был результативным, и счет у нас 2-1 по итогам первого тайма. Вот реально просто матч. Я доволен, что у меня получится все-таки его прокомментировать, получится для вас его выложить. Я уверен, что вам это тоже все дело понравится. Да, ребят, лайкайте. Вы тут в первую очередь лайкайте не меня, а ребят, которые играют этот матч. Я-то чё, сиди да болтай. Вот, а они этот матч исполнили. Идет атака сборной Аргентины. Казимира в центре поля отдает нам Мане. Не получается у Мане распорядиться мячом. Тем не менее, ошибку он свою исправляет и забирает мяч у Де Брюйне. Идет подключение по левому флангу Маунта. Снова ошеломительная подача. Тут сейчас занесут прям мяч в ворота. Заносите! Нет, не получается у Салаха
Салаха пробить в створ ворот, и попадает он в сетку, но с другой стороны. К сожалению, момент не заканчивается голом. Но опасно, отметим, Аргентина начинает огрызаться. Исмаил явно что-то задумал. Он всегда, если честно, что-то задумал. Александр Арнольд отдает на Варана, аккуратненько разыгрывается. Ой, какой перехват мог бы быть от Месси. Нет, получается? Не получается. Как? Как от Месси, блин, как от дерева отскочил мяч, причем 2 раза. Это достаточно удивительно. Мне казалось, что сейчас Бразилия будет раскатывать быструю контру. На самом деле, после срезки это вполне себе опасно в нашей игре, такие мячи часто залетают, и часто залетают мне, поэтому я знаю, о чем я говорю. Казимира ищет партнера по команде, находит Лаутара. Лаутара есть и время и развернуться, но Робертсон здесь у нас на месте. Хорошо очень. Игорь играет в перехват, и Исмаилу нужно с этим что-то делать. Какие-то более, не знаю, непредсказуемые передачи, скорее всего, исполнять, чтобы они доходили до адресата. Робертсон на левом фланге отдает передачу на Казимира. Кимих хорошо подключает Мане, есть время и развернуться, и подключить Робертсона, и на дальнюю, ошеломительно, не получается, прострел Мане, ой-ой-ой-ой-ой, снова Салах пробивает, и снова мяч не залетает в ворота, вот такой вот момент у нас на 60-й минуте, и Мане здесь головой пробивал, да, опасно, очень-очень опасно, Донарума выручил, и Салах снова влепливает, но не туда, куда надо. Эх, да, хороший, вот что называется, в первом тайме доминировала Бразилия, причем очень-очень жестко, сейчас я смотрю, Исмаил прям огрызается, огрызается очень больно, и вполне второй мяч сейчас должен был залетать, хоть в первый раз, хоть во второй раз. Я считаю, что на второй мяч Исмаил уж точно наиграл. Тем временем Игорь у нас проводит замены, Исмаил тоже, я уверен, замены проведет. Мы, само собой, с удовольствием посмотрим, кого они будут выпускать. Но, кстати, да, я думаю, стоит отметить, что игроки сборной Италии, да, которая у нас вот в селекции была, уже присутствуют в топовых составах, и действительно, Бастони, Донарума, Барелья, Пелегрини я бы отмечал. Ребят, игроки реально крутые, но вот их прям стоит поймать. Это вот прям те игроки, которые в основной состав становятся. Холланд отдает на Дембеле на правом фланге, Канцело подключается, прорвется Канцело, да, прорывается Канцело, у него отличная подача верховые, и Холланд, конечно же, Холланд, кто же еще? Во-первых, у Канцело великолепный пас навесом, он по сути правый полузащитник, ребята, не правый защитник, ну вот реально. И, конечно, суперзамена, Холланд вышел, здоровенный, головой играет хорошо, момент он свой сразу же буквально с лавки вышел и сразу же использует свой момент. Не зря Холланд, практически в 9 из 10 онлайн-составах будет Холланд. Слишком он уж за счет своей физики хорош. И понимаете, прикол в том, что физика у нас не добавляет общего рейтинга, а это очень важный показатель. Снова Дембеле, снова Холланд, попадание в штангу. Да сколько штанг в этом матче уже было? Дембеле хорошо отдает на Холланда, снова на Дембеле. Ой, вот здесь вот, конечно, со зворота пас был явно не очень, и до адресата он не дошел. Ну что ж, Исма, давай, вперед, бежим. Ляо вышел у Исмаила, да, как я вижу. Ляо отдает куда он отдает. Тем временем мяч дошел до Мбаппе. Прострел на Салаха, но не получается. Донарума на месте. Донарума мяч забирает. Берется пауза Игорем. Наверное, еще кого-то хочет выпустить. Но пока мяч не вышел за пределы поля, само собой, замену он не проведет. Мане отдает центр на Казимира, тот на Барелью. Мне постоянно повторяют, он Барелла или Баретта. Какая, блин, нахрен разница? Если он на меня обижается, может написать вообще просто без каких-либо проблем. Ссылка на личку моего телеграма есть под роликом, так что, Барелья, если у тебя есть какие-то претензии, пишешь, мы с тобой это обсудим. Кстати, Барелья, если тебе нужен донат с российских карт в eFootball Mobile, тоже можешь мне писать в личку. Ну, а вдруг на самом-то деле. Итак, есть у нас перерыв, выходит Ляо теперь у нас и за сборную Бразилии, причем миланский Ляо. Кстати, Ляо из команды недели на порядочек получше, я вам скажу. Он хоть и левый полузащитник, он хоть 94 рейтинга, но, блин, на центральном нападающем он имеет рейтинг 98 и трахает так, как мало кто трахает на самом деле. Да, не Холланд, но тоже имеет суперзамену и очень-очень-очень даже хорош. Арнольд на правом фланге. Прорывается, отдает в центр, пытался найти Мбаппе, не получается. Робертсон отдает на Бастоне. Варан, давайте смотреть, как Бразилия будет разворачивать свою атаку. Обидная ошибка, но Мбаппе мяч не догонит. И Донарума оказывается первый на мяче. Что ж, 15 минут у нас остается. И два мяча отделяют динозавра от ничьи. А ему-то нужна победа, ну или хотя бы перевод матча в дополнительное время. Канцело отдает на Дембеле. Дембеле сразу же, ой, Ляо, посмотрите, совсем один, но попадает в защитника. Обидненько.
Обидненько на самом деле. Мог быть и хороший удар, и не попасть в защитника, попасть в ворота, и тогда это уже была бы точно точка и победа в этом финале. Канцело отдает на Дембеле, Дембеле не получается отдать передачу дальше, и Ляо, уже аргентинский, несется вперед. Мбаппе, подключение Пеллегрини, нет, Пеллегрини не получилось открыться, и здесь, да, Бастони будет первый на мяче, не получается атака сборной Аргентины, тем не менее срезка, Салах, Пеллегрини, снова Салах, пробивает с подкруткой в дальний, нет, попадает в защитника, Пеллегрини пробивает, тоже попадает в защитника, Салах разворачивается, Робертсон справляется, Робертсон прям очень отлично справился, если бы Салах, конечно, пробивал еще раз, тут уже большая вероятность была бы, что мяч нужно было вот доставать из сетки ворот. Арнольд отдает центр на Казимира, Барелья, Ляо, Мбаппе разворачивается, да, будет разворачиваться Мбаппе, Варан его подталкивает, Барелья смог развернуться, попадает в защитника, мяч все еще у сборной Аргентины, прижал Исмаил сборную Бразилии к своим воротам. 85-я минута, Мбаппе, дали ему развернуться. Нет, Донарума тащит и не пропускает. Вот такой вот Донарумище. Робертсон, есть у него время развернуться и ошеломить нападателя. Ляо, и снова Донарума. Шикарно. Донарума, да, я с тобой согласен, ты красавчик. Вот здесь вот в двух моментах ты просто нереальный красавчик, умничка. Два тяжелейших мяча потащил, класс, супер, и да, ребят, я вам советую просто поймать Донаруму из сборной Италии, он белиссимо, он просто белиссимо из белиссим, сам играю им, сам кайфую. Арнольд, идет подача, на куда и шла подача, теперь аргентинский Барелья против бразильского Бастони, простите, не Барелья, но здесь удар не получается, 2 минуты до конца, да, наверное, все, и Игорю можно праздновать победу, хотя, подождите, сейчас Исмаил как Джокера достанет из кармана Мбаппе, вот он вам и Джокер, 2 минуты и счет 3-2. По сути, я сейчас вижу два варианта развития событий. Первый, Игорь разыгрывает с центра, отдает чуть назад, немножко держит мяч и выигрывает этот матч. Второй, он пойдет вперед и будет рассчитывать на киков и забить еще один. И тогда у Исмаила будет шанс перехватить мяч, и Игорь идет на киков. Блин, красавчик. Вот просто красавчик. Ну и не справляется Холланд. Ну, что, финт? Я не знаю, что здесь происходит. Я бы пробивал с подкруткой, хотя у Холланда ее нет. Красавец, но все равно Игорю максимальный респект. Никаких пасов назад, никаких катаний мячей. Классно. 3-2, и я поздравляю Игоря с победой в этом турнире. Суперски. Огромное спасибо Исмаилу. Вы помните статистику после первого тайма? Посмотрите, сейчас она уравнялась. Смог, вышел на второй тайм, переломил ход игры, очень классно жал, где-то не повезло. Исмаил, ну я думаю, ты не расстраиваешься, за тобой и так огромное количество кубков, и я уверен, будет еще больше. Ну а вам спасибо, что смотрели, матч интереснейший, как по мне. Пишите поздравления ребятам в комментариях, я уверен, они с удовольствием это все дело почитают. Но комментировал это, как обычно, я. С вами был Морж, завтра поговорим про новости, про обновления. На этом прощаюсь, не болейте, пока.